Металлоискатель Quest X5 – это младшая модель из линейки Quest. Благодаря трехсоставной штанге при необходимости можно быстро отрегулировать длину штанги под свой рост или вообще убрать среднюю штангу. Такой вариант подойдет для детей. Таким образом, мы получаем легкий компактный металлоискатель с хорошей глубиной обнаружения, который подойдет как для взрослых, так и для детей. Quest X5 работает на частоте 12 кГц. Блок металлоискателя влагозащищенный, но погружать его под воду нельзя. Комплектуется катушкой 9,5 дюймов эллипсной формы. Аккумулятор встроенный, находится в блоке управления. Заряжается через USB. Аккумулятор зарядится полностью за 4 часа, а время автономной работы до 19 часов. Разъем для подзарядки аккумулятора и подключения проводных наушников находится на тыльной стороне блока. Правее от него расположен фонарик для подсветки рабочей области. Рассмотрим элементы управления и дисплей. Слева на блоке управления находится клавиша регулировки громкости. Справа кнопка включения фонарика. На лицевой панели находятся кнопки регулировки чувствительности, кнопка включения и выбора режима поиска, кнопка Pinpoint, кнопка баланса грунта и дисплей. Вверху над дисплеем находится шкала индикаций целей. Это подсказка для вас. Она наглядно показывает, какие цели могут находиться в данных сегментах, какие они будут иметь значение в VDI и звуковой отклик. Таким образом, мы понимаем примерно, какая цель находится у нас под катушкой. Металлоискатель Quest X5 имеет 5 сегментов дискриминации и 3 тона озвучки. В первый сегмент с VDI от 0 до 40 попадают все цели из черных металлов, железные, и озвучиваются низким тоном. В сегменты с VDI от 40 до 70 попадают цели из цветного металла с низкой и средней электропроводностью, например, фольга, алюминий и золото, и озвучиваются средним тоном. В сегмент с VDI от 70 до 99 попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. Помните, что точные позиции разрыва тона различаются в зависимости от выбранного вами режима. На дисплее слева мы видим установленный уровень чувствительности. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются сложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Рядом мы видим уровень заряда батареи, правее находится установленный уровень громкости и индикатор глубины залегания цели. Состоит он из 4 сегментов, каждый из них равен 5 см. Если при обнаружении цели горит первый сегмент, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. А если горит четвертый сегмент, цель находится на глубине 25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет. А максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров. Ниже на дисплее находятся режимы поиска. Quest X5 имеет 3 режима поиска. Каждый из них имеет предустановленную маску дискриминации. Украшения используйте для замусоренных мест. Данный режим имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко сможете отличить цель из цветного металла от металлического мусора. Маска дискриминации для этого режима отсекает все цели из черного металла, железные, и не озвучивает их. При необходимости в данном режиме вы можете самостоятельно изменить маску дискриминации, и ваши настройки сохранятся даже после выключения металлоискателя. Все металлы. В данном режиме маска дискриминации открыта полностью, изменить ее самостоятельно невозможно. Режим имеет озвучку pitch и подойдет для поиска всех целей из черного и цветного металла. Монеты. Самый стабильный режим, а скорость восстановления имеет чуть ниже, чем режим украшения. Используйте в местах без большого скопления металлического мусора. Маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска целей из черного металла и мелкий цветной мусор и не озвучивает их. При необходимости в данном режиме вы можете самостоятельно изменить маску дискриминации, и ваши настройки сохранятся, даже после выключения металлоискателя. Работа с маской дискриминации. В программах украшения и монеты вы самостоятельно можете изменять маску дискриминации под ваши задачи. Для этого необходимо нажать клавишу выбора режима и, перемещаясь по сегментам дискриминации с помощью клавиш настройки чувствительности, вы можете исключить нежелательные цели из поиска нажатием клавиши выбора режима поиска. Те сегменты, которые исчезают со шкалы, озвучиваться не будут. Отстройка от электропомех. Если вы работаете под линией электропередач или рядом с другим прибором, могут возникать помехи. При возникновении подобной ситуации зажмите клавишу баланса грунта и клавишами регулировки громкости выберите один из 8 каналов, на котором металлоискатель будет работать максимально стабильно. Настройка на грунт. Ее необходимо выполнять каждый раз перед началом поиска для эффективной и стабильной работы металлодетектора. В Quest X5 есть два варианта настройки на грунт – ручная и автоматическая. Ручная. В режиме поиска всех металлов найдите чистый участок без цели. Держите катушку параллельно над землей на расстоянии 10 см, нажмите и удерживайте кнопку баланса грунта, вы услышите непрерывное гудение. Непрерывно поднимайте и опускайте катушку и слушайте звуковой сигнал. Настройте баланс грунта с помощью клавиш плюс и минус, так, чтобы звук исчез или был как можно тише. Баланс грунта настроен. Автоматическая.
В режиме поиска всех металлов найдите чистый участок без цели, держите катушку параллельно над землей на расстоянии 10 см. Нажмите и удерживайте кнопку баланса грунта. Непрерывно поднимайте и опускайте катушку, пока не услышите звуковой сигнал. Баланс грунта настроен. Для включения фонарика подсветки рабочей области необходимо нажать на правую клавишу на блоке управления. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока на дисплее не загорятся все символы. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Правила эффективного поиска. Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме «Все металлы», то есть полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо удерживать клавишу Pinpoint и сделать несколько махов над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать.